Ну что, Новый год к нам мчится, и самое время строить планы, чтобы знать, на каких сферах жизни будет главный акцент в наступающем году и какие сюрпризы будет подкидывать жизнь каждому из нас. И в этом видео мы с вами будем разбирать годовой прогноз для восходящих овнов. Друзья, это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! И прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу вам пояснить, что прогноз будет делаться по технике транзитов планет. Так как планеты у нас на небе постоянно двигаются, и по их движению и перемещению мы можем сделать определенные выводы. Так вот, транзит планет – это положение планет на небе в рассматриваемый промежуток времени. И мы с вами в этом видео посмотрим, какая планета где будет находиться в 2024 году, и, соответственно, сделаем выводы, а что это может дать в жизни каждого из нас. И я вам также напоминаю, что гороскопы на этом канале я рассматриваю в ведическом стиле. И в описании под видео размещена ссылка на сайт, где вы можете построить свой гороскоп и узнать, соответственно, свой восходящий знак. А план видео у нас с вами следующий. Сначала мы с вами рассмотрим транзит Сатурна, Юпитера, Раху, Кету. И я уже рассказывала на этом канале, что транзит Сатурна у нас длится 2,5 года. Юпитер в одном знаке пребывает у нас 1 год, а транзит Раху и Кету длится 1,5 года в одном знаке зодиака. Затем мы с вами посмотрим, какие планеты и когда будут ретроградными в 2024 году. После обсудим коридоры затмений. И напоследок сделаем обзор движения наших быстрых планет и определим наиболее значимые даты и короткие промежутки времени и их влияние на сферу здоровья, карьеры, финансов, личной жизни. Потому что это такие наиболее запрашиваемые темы на консультациях. И давайте приступим. Восходящие овны. И у нас появляется отображение вашего гороскопа с положением планет и их аспекты. И не пугайтесь, сейчас все начнем расшифровывать. И начнем мы, конечно же, с анализа Сатурна, потому что на протяжении 2024 года он будет находиться у вас в 11 доме гороскопа. Вообще Сатурн по природе своей считается такой тяжелой планетой. Это как планета кармы. Я предположу, что вы тоже не раз в своей жизни уже слышали такую фразу, что это тебе по карме прилетело. Но на самом деле Сатурна бояться не стоит. И давайте вот представим себе образ, когда такой мудрый, опытный старец, который прожил всю свою долгую жизнь, и он просто пытается направить вас на ваш путь истинной реализации, то есть в тот опыт и ту реализацию, за которой пришла ваша душа в эту жизнь. И помните, что у каждого свой путь героя в этой жизни. И, конечно, не всегда хочется принимать эти уроки, и кажется, ну что за жесть происходит в моей жизни, почему мне так не везет, но Сатурн просто таким образом пытается достучаться до тех, кто не очень понимает свой истинный путь и реализацию. И это как раз-таки тот случай, когда вот со стороны виднее, где вы должны быть и какую миссию исполнять, а не то, что вам навязано там родственниками, окружением, какими-то социальными сетями. И поэтому, да, его уроки иногда могут быть очень болезненными, но они однозначно направлены на ваше благо, и это просто надо принять. И Сатурн, он как бы убирает лишний шум из вашей жизни и хочет, чтобы вы сконцентрировались именно на главном. А это главное для вас в 2024 году заключается именно в сфере 11 дома. И в первую очередь это, конечно же, ваше окружение, пересмотр контактов, формирование нового круга единомышленников. Сейчас мы с вами делаем общий прогноз, поэтому у каждого из овнов будут свои ситуации. И, например, у кого-то из вас друзья или ваши братья и сестры уже уехали, или, например, уедут в другой город или в другую страну, и вы даже можете стать с ними меньше общаться, потому что каждый будет занят своими делами. С кем-то из ваших друзей у вас просто дороги разойдутся, потому что вот интересы или взгляды на жизнь в ближайший год поменяются. С кем-то общение может прекратиться даже без каких-то видимых причин.
А с кем-то и вполне по видимым причинам, например, какие-то неразрешимые разногласия, предательство или, например, потеря друга вследствие болезни или несчастного случая какого-то. Или, например, кто-то из вас станет более загруженным на своей работе. И, скорее всего, это будете именно вы, дорогие овны. Поэтому у вас, ну, скажем так, не будет возможности тратить больше времени на общение, на тусовки, на обмен информацией. И в какой-то степени это тоже будет проверка ваших отношений на прочность. И рядом, по сути, с вами останутся только те, с кем вам еще шагать бок о бок по этой жизни, на кого реально можно положиться и с кем вот интересы и взгляды ваши совпадают. То есть Сатурн в вашем окружении оставит только качественных и надежных людей. Хотя у кого-то из вас вполне могут объявиться даже старые друзья, с которыми вы давно не общались. И вот как я сказала, у вас могут, ну, скажем так, измениться интересы, потому что Сатурн из 11-го дома аспектирует 5-й дом гороскопа. И, значит, вы можете проходить какое-то новое обучение, приобретать новый опыт, новые знания. И у вас появится какой-то новый круг интересов, вследствие чего вы, конечно же, можете вступить и в новый круг единомышленников. И вот эти новые знакомства, они в какой-то степени почистят своим присутствием ваш старый круг общения, ну, потому что на всех не разорвешься. И вполне возможно, что кто-то из новеньких, даже ваших друзей, станет таким хорошим другом в долгосрочной перспективе, потому что вот именно общий интерес сближает. И однозначно это может быть даже знакомство и с более влиятельными и высокопоставленными людьми, либо людьми старшего возраста, которые вот в том числе вам могут оказать поддержку и вот продвижение в том деле, которым вы занимаетесь. То есть, например, вы работаете простым менеджером, и у вас вот может произойти знакомство с каким-то влиятельным человеком именно по вашей сфере, который может как-то повлиять на ваше продвижение по карьерной лестнице. Или, например, вы проходите какое-то обучение, и вот руководитель этой школы или там, например, приглашенный эксперт тоже может вас заметить и помочь вам как бы далее продвигаться по карьере, по своему вот этому экспертному пути. И вот теперь подумайте, а кто и в чем вам может оказать вот эту поддержку? Кто может повлиять на ваши успехи, вот, на достижение целей? Но обязательно надо помнить, что Сатурн у нас про дисциплину, тяжелый и рутинный труд. Поэтому, чтобы добиться результата, вам придется с головой погружаться в тему, которой вы занимаетесь, и стараться именно качественно ее изучать, качественно работать над проектом, уделяя внимание каждому фрагменту и каждой детали. Потому что вообще-то слоган Сатурна — это 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому прежде чем представить результат своего труда на публику, несколько раз действительно перепроверьте и убедитесь, что все у вас хорошо, без каких-либо косяков. А Сатурн будет вам подсвечивать эти косяки, и вам может даже казаться, что вот опять мне тут палки в колеса вставляют. Но это лишь для того, чтобы вы стали лучше, чтобы ваши навыки действительно были качественно отработаны и доведены до совершенства. То есть, по сути, чтобы вам не было равных. И вот когда вы отработаете эти навыки, поверьте, вы сами от себя будете в таком шоке, потому что вы на это способны. И также помните, что терпение и труд все перетрут. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не стоит опускать руки. И аналогично также коснется людей, которые будут проходить обучение. Неважно, где вы проходите обучение, то есть кто-то из вас поступает в университет, либо уже учится в университете, кто-то проходит курсы повышения квалификации, кто-то проходит курсы по приобретению новых профессиональных навыков. В любом случае может быть трудно, и не все будет получаться у вас с первого раза, но помните, что тяжело в учении, легко в бою. Поэтому обязательно надо собрать все свои силы в кулак и целенаправленно оттачивать свое мастерство. И вот когда мы перейдем с вами к разбору Раху и Кету, мы этот момент с вами еще раз проговорим. И также этот период хорош для планирования, постановки долгосрочных планов, целей, и как вариант для обсуждения каких-то своих задумок вы также можете обратиться либо к своему окружению или к более влиятельным людям, вот спросить у них совета, что они думают, как лучше поступить и так далее. И может быть, они даже вам захотят помочь в осуществлении ваших планов.
Но окружение, опять же, должно транслировать свое мастерство, опыт и профессионализм. То есть за советом мы обращаемся не просто к подружке Люси из соседнего подъезда, которая, может вас поддержать как-то эмоционально, скажем так, а обращаемся к людям, которые действительно транслируют навыки, которые достигли определенных результатов и тех результатов, к которым в том числе стремитесь и вы. То есть, по сути, от качества ваших связей в том числе зависят ваши результаты. И также 11-й дом у нас это сфера предпринимательства. И если вы планируете запуск своего проекта или, например, уже запустились, то пока однозначно не стоит ожидать суперклассных результатов. По сути, это как укладка фундамента, на котором вы потом построите дом, империю. А сейчас кирпичик за кирпичиком вам надо качественно выстраивать систему и это долгосрочное планирование, чтобы работа была в долгосрочной перспективе. То есть сейчас быстрых и ошеломляющих результатов ждать не стоит, а наоборот, немножко стиснув зубы, медленно, но верно идти к своей цели. И также 11-й дом — это, конечно же, сфера финансов и денег, которые мы получаем как дополнительно, так и у кого-то это может быть основной источник заработка. Так вот, если вы рассчитывали получить какую-то премию, например, то, скорее всего, она может оказаться по размерам меньше, чем вы ожидали. Или, например, для получения своей премии вам необходимо пахать как папа Карло, не покладая рук. То есть за красивые глаза и просто за то, что вы суперклассный специалист какой-то, вам платить никто не будет. И также, если вы ведете предпринимательскую деятельность, то тут также могут присутствовать какие-то трудности, задержки в поступлении денег. И, например, либо у клиентов оплатить не получается, либо, например, они платят меньше, чем вы рассчитывали, либо комиссии какие-то снимают и так далее. Или, например, вы не работали, только обучались какому-то новому направлению, и сейчас как раз пойдете практиковать и отрабатывать свой опыт и навык. И, естественно, сразу вам платить много, как классному профессионалу, никто не будет, поэтому ваша ставка по оплате будет меньше, чем у других специалистов на этом рынке. Но, с другой стороны, вы получите колоссальный опыт, помните про это. И тут опять же важная задача — научиться правильно и грамотно распоряжаться своими финансами, чтобы дебет с кредитом сходился, и каждая копейка была учтена, и не было каких-то эмоциональных трат. То есть траты должны быть все спланированы, посчитаны, и это касается в том числе вашей повседневной жизни в быту, когда вы ведете качественный бухгалтерский учет, приходы денег, расходы, и планируете в том числе все свои расходы наперед, прям по месяцам. И если вы не начнете это делать самостоятельно, то жизнь и обстоятельства вас заставят. И придется установить какое-то приложение или завести таблички, где все свои денежки вы будете фиксировать и думать наперед, а могу я их потратить или не могу. Или наоборот, с помощью этого инструмента вам гораздо легче будет достигать каких-то своих планов и целей. Например, я хочу купить автомобиль. Окей, надо столько-то денег. Приходы у меня сейчас такие-то. И вы планируете, когда вы сможете приобрести этот автомобиль, и вообще, что вам надо сделать, и где поднажать, либо дополнительно насобирать эту сумму. То есть, надеюсь, в общих чертах вам понятно. И кроме того, Сатурн — это управитель 10-го дома в 11-м доме, и тут также можно сказать, что через труд, через дисциплину, через повышенную трудоспособность, через демонстрацию именно своего профессионализма и результатов своего труда вы можете получить новую должность, либо, например, вышепоставленные люди могут вам помочь в достижении этой должности, либо эти же люди могут заметить результаты вашего труда и выписать премию. И вполне также самостоятельно вы можете выйти на новый для себя профессиональный уровень и стать тем самым высокопоставленным человеком. Может быть, кто-то из вас метит в кресло министра, может быть, кто-то из вас метит в кресло начальника. То есть у каждого своя ситуация. Но в своей работе важно ориентироваться именно на тренды и брать пример с лидеров рынка в своей нише, чтобы достигать этих больших результатов. И вам также важно развивать коллективное движение. То есть кто-то двигает вас,
кого-то двигаете затем вы. То есть вы работаете в коллективе и управляете этим коллективом. И важно помнить, что роли обязательно должны быть распределены правильно. То есть никакого эгоцентризма, иначе вы останетесь у разбитого корыта. И также у нас Сатурн аспектирует первый дом гороскопа и говорит, что вы будете склонны держать себя, ну скажем так, в ежовых рукавицах, развивая вот именно свой профессионализм, работая в том числе над своими какими-то человеческими качествами. Вы можете даже стать немного немногословными или в какой-то степени стараться уходить в тень, оденете на себя такую маску взрослого суперсерьезного человека с прагматичным подходом к жизни, который вот из окружающих в том числе может спросить за их дела и поступки. И это в целом хороший период для приобретения мудрости и становления такой уже взрослой и зрелой личности. И тут важно обратить внимание еще на свое здоровье, потому что Кету по 6-му дому нам это тоже обещает. И вот у вас могут появиться какие-либо хронические заболевания, либо, вот, например, вы ведете сидячий образ жизни, и с суставами могут быть какие-то вопросы, либо зубки кому-то из вас, конечно же, придется лечить. То есть у каждого в целом будет свой вариант. И также у нас Сатурн аспектирует 5-й дом гороскопа, и мы с вами говорили, что вот кто-то из вас будет проходить обучение, получать специализированные профессиональные навыки, которые в том числе в дальнейшем сможет монетизировать и использовать в своей профессии. И также, если вы давно планируете зачатие ребенка и до сих пор беременность у вас не произошла, то у вас есть большие шансы забеременеть до 1 мая 2024 года, потому что будет двойной транзит Сатурна и Юпитера на ваш 5-й дом гороскопа, и, конечно, они открывают зеленый коридор. Конечно же, на протяжении 2024 года Сатурн в какой-то степени может ограничивать посещение вами разных увеселительных мероприятий, и в какой-то степени у вас будет даже просто меньше отдыха и радости в вашей жизни. То есть, например, вместо поездки на море, либо, например, свадебного путешествия, либо каких-то там встреч с друзьями, вы предпочтете заниматься более полезными делами, которые в том числе могут повлиять на вашу репутацию и ваш профессионализм. Но давайте далее рассмотрим с вами положение Раху и Кету в гороскопе. Хотя мы с вами уже обсуждали, и на канале есть видео про Раху и Кету, где более детально я рассказывала, что вам принесет их транзит, их положение. Поэтому вы однозначно можете вернуться к этому видео еще раз, посмотреть конкретно свой прогноз, что вам обещает этот транзит. Ссылка будет на видео в описании. А сейчас, давайте я вкратце напомню. И разбор мы с вами начинали с положения Кету. То есть это та сфера, в которой вам надо навести порядок и расставить все точки над «и». И Кету находится у вас в 6-м доме гороскопа, а это долги, враги, болезни и тяжелый рутинный труд. Поэтому перед вами стоят такие задачи, как рассчитаться со своими долгами, погасить кредиты, если они у вас имеются, решать разные финансовые вопросы. И если вдруг у вас, например, не хватает денег на какие-то текущие потребности, то следует разобраться, откуда идет эта проблема, и также решить этот вопрос. То есть реорганизовать свой бюджет, свои источники заработка. И кроме того, вам тоже надо навести порядок в своей работе, в своих делах, либо в отношениях со своими коллегами, либо, например, в отношениях с другими людьми, и завершить все споры, конфликты, если такие имеются в вашей жизни, либо не участвовать в каких-то офисных интригах, расставлять все точки над «и» в отношении с коллегами, устанавливать личные границы и так далее. И также вам надо заняться своим здоровьем, физической активностью, навести порядок в питании, организовать режим дня и отдыха, то есть вести правильный образ жизни. А вот по Раху в 12-м доме перед вами стоит задача расширять свое мировоззрение, посмотреть на свою жизнь, скажем так, под другим углом и, возможно, даже сместить фокус внимания на какие-то другие вещи. То есть подумать над своими желаниями, как материального, так и нематериального характера, и подумать над тем, как вы распоряжаетесь своим ресурсом, например, временем, энергией. И также в этот период времени надо запастись терпением, потому что ближайшие 1,5 года вы работаете на зачетку, и только потом зачетка будет работать на вас. А сейчас вам просто надо
прикладывать усилия и нарабатывать навык, что в какой-то степени может вызывать у вас, ну, скажем так, определенное беспокойство и стресс, поэтому, конечно же, за помощью, в том числе для успокоения своего ума, лучше обращаться к психологу или иным специалистам, либо заняться практиками, например, там, йогой, медитацией. То есть это прекрасный транзит для того, чтобы расширять свои взгляды, расширять свое мировоззрение, изучать какие-то, например, другие культуры, какие-то другие подходы, которые вы в том числе сможете внедрять в свою профессиональную жизнь и в свою, в том числе, повседневную и бытовую жизнь. И также Раху может обещать вам смену места жительства, либо какие-то дальние поездки, либо, например, приобретение движимого или недвижимого имущества. И также может подниматься вопрос с вашей мамой и ее здоровьем. И также Раху может давать какие-то ситуации, которые вы абсолютно не ожидали, которые могут вызывать у вас стресс, либо заставят вас уйти в себя, подумать над смыслом своей жизни. И также Раху может давать заработки либо от супруга, либо от каких-то клиентов и иностранных партнеров. Далее у нас Юпитер, и до 1 мая 2024 года Юпитер будет находиться у вас в знаке Овна, а это первый дом вашего гороскопа. И вот тут происходит двойное влияние Сатурна и Юпитера на первый дом гороскопа, а значит, в это время вы должны в том числе поработать над своим личным брендом, выработать стратегию своего продвижения, подумать над тем, кто вы, что вы, как вы себя позиционируете в обществе, какие вообще мысли вы транслируете, либо подумать, как вы себя позиционируете в профессиональной среде и какое экспертное мнение о вас формируется, в какой роли вы вообще планируете реализовываться далее. И на самом деле Юпитер в первом доме вашего гороскопа уже шел транзитом в 2023 году, поэтому вполне кто-то из вас уже начал проходить какое-то обучение, в том числе, например, профессиональное обучение, потому что также был двойной аспект на 5-й дом гороскопа, либо кто-то мог уже забеременеть, либо больше времени, например, вы могли начать уделять своим детям, заниматься их образованием. Также Юпитер давал свой аспект на 7-й дом гороскопа, а это значит, кто-то из вас мог вступить в новые отношения, например, жениться, либо, например, выйти замуж, либо найти для себя новых партнеров по бизнесу, либо в целом расширять круг своих контактов и круг своих клиентов. Но если у вас этого в жизни до сих пор не произошло, то имейте в виду, что до 1 мая 2024 года зеленый коридор все-таки для вас открыт, и все, что мы перечислили, еще может случиться. А если оно не случилось, то это всего лишь проделки Сатурна, который немножко учит нас терпению, выжиданию и может давать небольшие задержки по реализации событий. А затем 1 мая 2024 года Юпитер переходит в знак Тельца, то есть во 2-й дом вашего гороскопа, и будет поднимать новые вопросы и новые темы, в которые вам придется углубляться. И в первую очередь это, конечно же, дом наших ресурсов, как материальных, так и нематериальных. То есть это про распоряжение временем, энергией, про распорядок дня, но мы в целом с вами про это уже говорили. И Юпитер еще раз нам подтверждает, что да, надо навести порядок в питании, заняться физической активностью, вести правильный образ жизни и особенно обращать внимание именно на питание, чтобы и питание было здоровым, и желудок ваш не страдал. В целом Юпитер — это планета расширения, поэтому вполне для многих из вас это хорошая тенденция к набору веса, но это плохая новость, скажем так. Так что, девочки, обратите особое пристальное внимание на свое питание. Но как вариант, этот Юпитер может склонять вас к тому, чтобы отказаться, например, от приема вредных веществ, от фастфуда, либо каких-то других интоксикаций, типа алкоголя, курения и так далее. И, конечно же, Юпитер у нас поднимает тему материального аспекта, это ваши деньги, финансы. И это, опять же, хороший период, чтобы подготовить
базу для дальнейшего финансового процветания. И с одной стороны мы с вами говорили, что по Сатурну надо вести финансовый учет и контроль своих финансовых вложений, а Юпитер в знаке Тельца все-таки указывает, что деньги, которые будут к вам приходить, вы их направите именно в накопительство, то есть будете откладывать в свою кубышку, например, под подушку, либо будете делать иного рода сбережения, чтобы вот обеспечить себе эту финансовую безопасность. И тут опять же никаких эмоциональных и лишних трат быть не должно. Но деньги поступать будут, тем более Юпитер у нас аспектирует 8-й дом гороскопа, и в целом у вас на 8-й дом гороскопа приходится 3 аспекта. Это аспект Юпитера, Сатурна и Раху. А значит, либо ваш супруг, либо ваши клиенты будут вас хорошо материально поддерживать. И также вполне возможно могут быть ситуации, что в вашем окружении появятся некие третьи лица, которые в том числе поддержат вас материально. Также Юпитер у нас управляет 12-м домом гороскопа, а значит деньги в том числе могут приходить из-за границы. То есть, например, либо в иностранной валюте, либо безналично, либо это будут какие-то тайные деньги, незадекларированные, либо это опять же заграничные клиенты или иностранные компании, которые вам перечисляют за ваши услуги. То есть расширение вашего финансового потенциала идет с помощью заграницы и с помощью расширения своего мировоззрения. То, о чем мы уже говорили, что чем шире вы смотрите на мир, тем больше у вас возможностей появляется. И также, как вариант, могут быть доходы от фриланса, пожертвований или каких-то благотворительности, либо от психологической, астрологической помощи другим людям. И обязательно визуализируйте свои результаты, то есть тот объем денег, который вы хотите привлечь, потому что в 2024 году для вас это будет хороший шанс. Ведь Юпитер у нас это планета все-таки удачи, и услышав ваше желание, Вселенная подумает, какие возможности послать вам для ее реализации. Но сосредоточьтесь все-таки больше на возможностях, потому что с другой стороны вы можете быть настолько безотказными, что будете отдавать больше, чем получаете. То есть есть такой риск сливать свои финансы и проявлять некую неразборчивость в деньгах. А вам это абсолютно противопоказано в этот период. И также у нас Юпитер аспектирует 10-й дом гороскопа, и это говорит однозначно о профессиональной реализации, о том, что вам действительно очень важно проявлять себя на публике, получить какой-то новый статус, либо новую профессиональную должность, либо зарекомендовать себя как эксперта, выйти на новый уровень в своей деятельности, чтобы, например, вас заметили, вас похвалили, и, скажем так, ваше профессиональное влияние расширилось. И кто-то из вас вполне может даже записать свой курс, либо провести тренинг, то есть работать путем реализации своего голоса и ораторского мастерства, потому что Юпитер у нас также стоит во 2-м доме и указывает, что вы именно с помощью говорения можете привлекать к себе новых клиентов и реализовываться в своей профессии. И вполне возможно, кому-то из вас могут даже предложить новую должность, в том числе с повышением зарплаты. Но, по сути, если ничего-то не предлагают, то вы сами можете попросить повышения зарплаты. Также могут проявляться варианты купли-продажи, то есть, например, когда вы купили что-то подешевле, а потом перепродали подороже. Ну и, скажем, таким образом заработали. И, конечно, транзит Юпитера по 2-му дому указывает на то, что именно в этот период вы начнете дорожить больше семейными ценностями, уделять больше времени своей родительской семье, своим маме и папе, поддерживать их, помогать по дому, по быту и так далее. И вот мы с вами уже говорили, что в жизни вашей матери могут происходить какие-то ситуации, которые в том числе потребуют вашего внимания по Раху. Но Юпитер – это управитель 9-го дома, и он находится как бы в 6-м доме от себя, поэтому у вашего отца в том числе могут быть какие-то недомогания, либо вопросы по здоровью, которые, возможно, также не пройдут мимо вас. Но, с другой стороны, это формируется королевская комбинация, которая указывает, что все-таки, несмотря на какие-то трудности, даже в финансовых поступлениях, все равно вы сможете
хорошо заработать и отложить нужную вам сумму денег для приобретения чего-то, и ваша копилка однозначно будет пополняться. Поэтому насчет финансов в 2024 году сильно переживать не стоит. Даже если будут какие-то трудности, они будут иметь краткосрочный характер и все равно к большим потерям вас не приведут. И также для увеличения своего финансового потенциала благоприятно проходить обучение. То есть чем больше обучений, тем лучше навыки, тем больше ваш доход. То есть вкратце это можно обозначить таким образом. И давайте мы с вами перейдем к рассмотрению ретроградности. Есть у нас в астрологии еще такое понятие, как ретроградность планет. Это когда могут происходить какие-то задержки, все идет немножко не по плану, все как будто вас возвращает назад в исходную точку из серии доделай то, что не доделал, либо переделай по-новому и по-другому, либо вообще подумай, оно тебе надо или не надо. И вот, например, вы видите на слайде, когда Меркурий будет у нас ретроградным. Я думаю, вы все слышали про ретроградный Меркурий, потому что обычно все свои неприятности и косяки люди активно списывают именно на него. Но, конечно, в ретроградный Меркурий рекомендуется качественно перепроверять все свои договоренности, уточнять у людей, а правильно ли вы друг друга поняли, услышали, перепроверять документы, которые вы оформляете или вы подписываете. Да, по сути, надо все перепроверять по 10 раз. И начинать какие-то новые проекты в ретроградный Меркурий однозначно не рекомендуется. А вот подчищать старые косяки очень даже рекомендуется. Или, например, если вы планируете устроиться на работу в период ретроградного Меркурия, то подписывать документы о трудоустройстве лучше в другие даты, иначе такое сотрудничество однозначно будет очень краткосрочным. Или, например, в ретроградность Меркурия может еще техника выходить из строя и так далее. Также Марс у нас будет ретроградным с декабря 2024 года. И вот этот кусочек декабря, он мало того, что будет ретроградным, он еще будет находиться в знаке своего падения. И находиться он будет в 4-м доме вашего гороскопа, а это значит, что может произойти авария или поломка транспортного средства, либо с вашей недвижимостью случатся какие-то косяки, и тоже что-то выйдет активно из строя, поломается, либо также с вашей мамой может произойти какой-то несчастный случай. И вот эти ситуации будут вас возвращать к тому, чтобы решать эти вопросы. Хотя это в том числе и ваша кармическая задача, как мы обсуждали ранее. И вам может быть в какой-то степени даже как-то страшно предпринимать какие-то действия для решения этих вопросов, либо захочется, скажем так, принять второстепенную позицию из серии «само собой рассосется». Но по факту, поверьте, нет, не рассосется. У кого-то из вас может даже наоборот будет неконтролируемый эмоциональный всплеск, который прилично пошатнет вашу психику. Поэтому, скажем так, морально готовьтесь заранее. И также вы видите на слайде даты ретроградности Сатурна и Юпитера. Это две большие планеты, которые с большего будут возвращать вас именно в нерешенные задачи по своим темам, которые мы обсуждали уже в этом видео. То есть по Сатурну придется пересмотреть свои отношения с кем-то, либо доработать какие-то проекты, либо это будет доработка проектов, сдача экзаменов, пересдача экзаменов, либо отработка навыков и так далее. Или, например, для кого-то из вас это доработка стратегии продвижения, пересмотр своих планов на долгосрочную перспективу. А по Юпитеру все то же самое, только по сфере финансов, из серии возврат долгов, распределение ресурса и так далее. И сейчас я эти трактовки все повторять не буду. Просто имейте в виду, что по этим темам у вас будут либо задержки, и все будет двигаться не так быстро, как вы рассчитываете, и надо будет более внимательно вникать в рассматриваемые темы и вопросы, и пытаться понять, какие уроки вам даются в этот период времени, и как они в дальнейшем могут повлиять на вашу жизнь, то есть вот это приобретение опыта. Ну а кому-то из вас просто надо будет переделать, либо доделать то, что было недоделано, да, как-то пересмотреть эти вопросы. Идем дальше и переходим с вами к теме затмений.
И я думаю, на просторах интернета вы слышали, как все астрологи страшат этими коридорами затмений, но давайте разбираться. В 2024 году у нас с вами будет два коридора затмений. Одно весеннее, второе осеннее. А длится коридор затмений у нас 2 недели. То есть коридор затмений, он всегда происходит по оси Раху-Кету, по вашим кармическим точкам, которые мы обсуждали в этом видео. И это своего рода проверка или экзамен. Вот в том ли направлении вы двигаетесь, там ли вы навели порядок, и насколько качественно получаете тот опыт, о котором мы с вами говорили. И в какой-то степени со всеми этими обстоятельствами они вам показывают направление и делают вектор, да, куда вам надо обратить свое внимание, над чем вам надо еще поработать, то есть по каким вопросам надо сделать определенные выводы и выработать новые для себя принципы. И да, в этот период или чуть-чуть позже могут происходить какие-то, совсем нежданно-негаданные события, которые будут вызывать даже стресс, либо какие-то переживания, но все это, опять же, явление временное. И тут есть важный нюанс. По моей статистике, все-таки вот часть людей, прям очень чувствительна к весенним затмениям. А осенние затмения, они никак не ощущаются, и жизнь как шла, так и проходит. А вот другая часть людей, наоборот, весенним затмением, скажем так, нормально, ничего не ощущают, а вот осенние затмения дают о себе знать, и в их жизнь приходит что-то очень важное и значимое. Но, опять же, у кого-то позитивно, у кого-то через кризисы. И вот вы для себя сейчас попробуйте вспомнить предыдущие годы своей жизни, и когда затмения оказывали на вас больший эффект. Летом и весной, либо осенью и зимой. Но вернемся к нашим затмениям 2024 года. И весной у нас коридор затмений открывает лунное затмение 25 марта в знаке Девы, а закрывает его солнечное затмение 8 апреля в знаке Рыб. И, как правило, лунное затмение больше действует именно на девушек, а солнечное затмение больше дает свое влияние на мужчин, но тем не менее в пределах вообще этих дат 3 дня до, 3 дня после вообще старайтесь держать себя, естественно, в руках, не поддаваться ни на какие провокации от других людей из жизненных обстоятельств и в целом стараться прожить этот период благоприятно. Но, тем не менее, лунное затмение будет в 6-м доме гороскопа, а это сфера, в которой, как мы говорили, вам надо наводить порядок по кету. И могут обостряться ситуации со здоровьем, либо с работой, либо с отношениями в коллективе, либо, например, какие-то могут быть споры, конфликты, выяснение отношений с другими людьми, что вызовет у вас, скажем так, эмоциональный стресс, и такой вот нежданчик прилетит. Поэтому к завершению коридора затмений по Солнцу вам надо сесть и подумать, а куда вы двигаетесь дальше, по крайней мере, в ближайшие полгода. Потому что, как правило, результаты одного коридора затмений действуют именно полгода до начала следующего коридора затмений. То есть это как бы немного сделать шаг назад, посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета. И аналогично у нас коридор затмений открывает его лунное затмение 18 сентября, но уже в знаке Рыб, а закрывает его солнечное затмение 2 октября, но уже в знаке Девы. И по лунному затмению вы как бы абстрагируетесь от социума, уходите в себя, думаете, мечтаете, философски анализируете свою жизнь, а потом по солнечному затмению приступаете к конкретным действиям и реализации надуманного, к какому-то конкретному плану действий для реализации, в том числе в профессии. И если подвести такой мини-итог, то, грубо говоря, весной петух клюнет, полгода думаем и выстраиваем планы, осенью и следующие полгода стараемся реализовать. То есть расклад такой. И следующий слайд, и на нем вы видите даты и более мелкие промежутки года, когда стоит ожидать то либо иное событие. И я напоминаю, что это у нас с вами общая тенденция, и, возможно, кого-то из вас ваш личный гороскоп защитит, и это событие не реализуется, а кому-то вот наоборот, подтвердит, что события, о которых я буду говорить, не избежать. И таких слайдов у нас с вами будет 4 штуки, поэтому либо ставьте видео на паузу, чтобы выписать даты, либо делайте принт-скрин, чтобы сохранить эту информацию. И начнем мы с вами с темы здоровья. Первый пункт – это
у нас обследование и чекап организма. И тут период длится аж 4 месяца. Но это абсолютно не значит, что каждый день из этих 4 месяцев вы будете ходить на какие-то осмотры. Да? То есть кто-то из вас может сходить в марте, кто-то в апреле. И еще этот период также может символизировать какое-то социальное отстранение. То есть вы не столь активны в своей повседневной жизни и как будто перешли немного на сберегающий режим. Далее у нас это лечение. И это тоже наиболее вероятные даты, когда кто-то из вас будет просто витамины принимать. Может, у кого-то будет, например, обострение аллергии, а у кого-то может быть и даже более серьезное медикаментозное лечение. И последняя дата у нас по теме здоровья, это конец 2024 года, это когда может происходить стресс, тяжелое моральное состояние, либо какие-то непредвиденные ситуации, в которых вы, например, не ожидали, и они в какой-то степени вас тоже повергнут в шок. Поэтому тут обязательно важно держать руку на пульсе, потому что может произойти все, что угодно. А мы идем далее, и это личная жизнь. И в первой половине января 2024 года вам стоит ожидать каких-то неприятностей в личной жизни. Либо вы, либо партнер ваш куда-то может, например, уехать в командировку или для решения каких-то там семейных вопросов. И это будет такое вот вынужденное расставание. Либо, например, в жизни вашего партнера и супруга может произойти какая-то неприятная стрессовая ситуация. И также вы можете предупредить его, что, пожалуйста, будь осторожен. И ни в коем случае не поддавайтесь в это время на какое-то выяснение отношений, скандалы, хотя провокация от внешних обстоятельств вполне будет иметь место. И также даты процветания в личной жизни – это такие благоприятные периоды, периоды романтики, наслаждения личной жизнью, когда вот все идет у вас хорошо, красиво, как по маслу. И, например, если вы холосты, то в этот период у вас может появиться даже ухажер, либо вы, например, с кем-то официально вступите в отношения. И также вы видите период конфликтов, это периоды, когда обстоятельства вас будут склонять к выяснению отношений в паре. И могут быть споры, конфликты из-за, например, разных взглядов на решение какой-либо ситуации, либо у кого-то это проиграется как болезнь партнера, у кого-то как измена, то есть тоже у каждого из овнов будет свой вариант. И далее у нас это карьера, социальный статус, и тут подразумеваются как профессиональные достижения, так и какая-то социально значимая деятельность. Так вот, рост и наиболее благоприятный период у вас это январь, февраль, то есть самое начало года. И если вы, например, хотели попросить новую должность, перевестись в какой-то для себя новый отдел, то это вполне можно сделать именно в этот период времени. Затем у вас будет рост через трудности, то есть через какие-то обстоятельства, которые будут вам мешать реализовывать задуманное. Но через преодоление этих препятствий вы получите хорошие результаты и однозначно добьетесь желаемого. Но особенно руку на пульсе я рекомендую вам держать именно в конце 2024 года, в декабре. И вот вы видите две даты, и одна дата как бы является составляющей другой даты. Это считается как, знаете, двойной удар. Но что именно может произойти в декабре? То есть, например, кто-то может уволиться, либо на работе у кого-то из вас произойдут проблемы, которые будут требовать немедленного решения, и вы просто с головой уйдете в эти ситуации. Кто-то, например, может развестись с супругом или супругой. У кого-то могут быть проблемы с легализацией, например. И тут важно держать руку на пульсе. И вы видите еще один слайд, это финансы. И так уж устроено в нашем гороскопе, что деньги не зависят от занимаемой должности. Поэтому, пожалуйста, также ознакомьтесь с датами, когда стоит ожидать роста финансовых поступлений и финансовое процветание. То есть, например, когда вы можете что-то продавать, или вам, например, когда выпишут премию на работе. Может быть, кому-то из вас, кстати, поднимут зарплату в этот период. А может, у кого-то из вас появятся и дополнительные источники заработка. То есть разные ситуации будут. А вот в разделе потери и траты смотрите аккуратно, потому что в эти даты есть риск наткнуться на мошенников в том числе. И вот с одной стороны,
если вы планируете совершать какие-то покупки, то это хорошо, а вот если не планируете совершать покупки, то будут какие-то неожиданные обстоятельства, когда вам придется потратиться, то есть за что-то заплатить, куда-то деньги вложить, например, там ремонт авто, которое вы не ожидали, либо лечение и так далее. И, наверное, друзья, в общих чертах это все, чем я хотела с вами поделиться. Пожалуйста, помните, что это общий прогноз для овнов, и если вы хотите получить более персонализированный прогноз, то я вам рекомендую обратиться все-таки на консультацию к астрологу, чтобы сверить свои планы с обещанием своего персонального гороскопа, да, в котором зашито гораздо больше техник для прогнозирования в том числе. И обязательно подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилко. И до новых встреч!